Xiaomi Mi Box S, вторая генерация, и это на Amlogic S905X4K, по-моему, да. Вот такая вот коробочка, новенький, интересненький, мощненький, с Dolby Vision, с Dolby Atmos. И все это с обзором на канале Технозон. Поехали, друзья! Видели? У меня здесь есть и Mi Box S, и Mi Box 3. С него, кстати, начинался вообще наш YouTube канал. То есть когда-то я сделал обзор на Android TV еще 6 на Mi Box 3. Представляете? То есть он начинался именно с Android 6. Но он стоит у меня на одном из телевизоров. Как бы здесь уже коробочка старенькая. Тут какие-то даже... У меня даже чек остался. Представляете? Стоил он на тот момент, ну, ни много ни мало, нифига себе, под $70 я его покупал, но это все не важно. Потом был Mi Box S, это абсолютный бестселлер. Я просто Mi Box 3 не буду здесь уже с вами мучить. Почему? Потому что он уже не производится, не продается. Последняя обнова на него была Android TV 9, а вот Mi Box S достаточно интересен был, потому что он и обновлялся, и пульт у него был уже такой достаточно интересный, поддерживал HDR, 4К тягал, и все, это бестселлер, на самом деле бестселлер. Вот он, кстати, вот видите. Но тут выходит Xiaomi Mi Box S второй генерации. Давайте я вам открою, покажу. Попробуем в сравнении чего-то там посмотреть, что у нас. Коробка такая еще. Хрен достанешь. Ага, вот он. Она будет мешать, коробка. Давайте так. Найдите 10 отличий. То есть найдите 10 отличий. Это просто две одинаковых коробки, кроме того, что на одной написано Mi, а на другой написано Xiaomi. И перед тем, как мы обсудим все остальное, давайте подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик и, конечно же, ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео. Ну а мы поехали. Смотрите, у нас здесь есть всего лишь HDMI, есть USB 2.0, все точно так же, как в старом Xiaomi. Есть разъем питания и есть Mini Toslink, то есть здесь совмещенный 3.5 выход с оптикой на Mini Toslink. Все вроде бы хорошо. По пультам. На старом он выглядел вот таким вот образом, то есть вот такой вот пульт. Новый отличается. На новом Mi Box он отличается, и есть у нас тут сейчас дополнительные кнопки. Вот они, смотрите. То есть, если мы два пульта возьмем, то мы сразу видим отличие. Здесь есть дополнительная кнопка Apps, есть дополнительная кнопочка YouTube, Prime, ну, есть кнопка Netflix, здесь было только Live или Prime, в зависимости от региона, и Netflix. Все. В остальном всем это абсолютно одинаковые пульты, кроме того, что здесь были пластиковые кнопки, здесь они резиновые. Кстати, клацают. То есть, сразу отвечая на вопрос, клацают. Они резиновые, в отличие от пластиковых на этом пульте. Кстати, резина лучше, пластик бывало ломался. И что же они сделали? Они улучшили формулу памяти? Нет. 2/8, все точно так же. Они поставили новый проц Amlogic S905X4K с поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos, с DTS HD, как они заявляют, сейчас будем проверять. Плюс здесь есть Google TV. Ребята, здесь нет Android TV, здесь Google TV. Не скажу, что это мега плохо, я вам покажу, как это будет развиваться, я вам покажу, как это будет работать. Мы даже выпустим, наверное, обзор по полной настройке, ссылка будет в описании, или просто-напросто подпишитесь на наш канал. Ну а если вы не хотите мириться с Google TV, то Xiaomi Mi TV Stick, ссылка в описании под видео, обзор, там есть Android TV и примерно все то же самое, процессор немножко хуже. А в целом, что я скажу вот, с первого взгляда? То, что это будет бестселлер, это однозначно. Поясню почему. Google TV будет развиваться. Уже сейчас, допустим, я вам покажу, то есть там многие знают, что нет глобального голосового поиска, но и глобальный новый голосовой поиск по кнопке есть прямо внутри приложений, которые это поддерживают. И многие, я думаю, те, кто производят, ну, вернее, те, кто делают эти приложения, там, например, там, Лампа и все остальное, они в конечном итоге придут к тому, что, ну, голосовой поиск внутри приложений для Google TV, он очень отлично срабатывает. Да, интерфейс заточен больше под покупки. Да, в интерфейсе нельзя менять каналы рекомендаций. Но это тоже какие-то временные издержки. Я думаю, что в конечном итоге какие-то знатоки чего-то придумают именно даже в виде простых приложений, как это было, например, с Nebula Manager, которая позволила добавлять любые программы как в виде отдельного канала. Это тоже все можно сделать. Сам по себе бокс
отлично, обалденно работает. У него пульт управляет вашим телевизором. Это раз. Здесь есть инфракрасная опция, точно так же, как на Xiaomi Mi TV Stick. У него есть USB, через который можно подключить переходник Ugreen, и мы покажем вам такой сейчас переходник в его работу. А ну, Алексей, дай, пожалуйста, нам какой-нибудь переходничок Ugreen. Есть у нас там Ugreen переходник? О, а ну давай. Вот нам Леха, попал. Вот нам Леха кинул вот такой вот переходник Ugreen, и он будет работать на этом Mi Box через USB. Вы получите дополнительные порты USB, и будет работать LAN. То есть вам не нужно там OTG кабели придумывать какие-то для того, чтобы что-то завести. То есть таким вот образом это будет работать. Жесткий диск, LAN RJ45, все работает. Но слушайте, все это, конечно, хорошо. Давайте посмотрим, что нам вообще производитель-то заявляется по этой теме. А бестселлером он будет, потому что он стоит на текущий момент чуть больше 50 баксов. Вот реально за эту цену, я считаю, это просто обалденный девайс, потому что старый Mi Box стоил дороже. Я вот за эти деньги даже готов потерпеть, потому что вы сейчас увидите, как он тягает и тяжелые раздачи, и YouTube 4K, и Dolby Vision, и у него есть сертификация Netflix, Prime, у него есть DRM L1, на нем работают все абсолютно сертифицированные приложения. При этом можно устанавливать, сразу говорю, на Google TV можно устанавливать из сторонних источников APK-файлы, потому что у меня этот вопрос часто проскакивает. И тут они вот пишут, что у нас там есть, видите, Cortex A55, 4 ядра по 2 ГГц, Mali G31, 2 на 8 оперативной памяти, 5 ГГц Wi-Fi, Bluetooth 5.2, вот это хорошо. Bluetooth 5.2, да, USB 2.0 сделали, это вообще факап. Я думаю, что не сильно не вкладывались просто-напросто. Видите, Bluetooth 5.2 это будет лучше для работы с аудио, меньше задержки и плюс больше устройств можно подключить в случае там какого-то момента, когда вы пытаетесь там подключить еще чего-то. Плюс еще он в каких-то продается, слушайте, он что, продается с какими-то моментами, но я не гарантирую, что он с подарками будет продаваться. Там цена конченая. Не-не-не. Спасибо. Что еще? Dolby Atmos и DTS HD, Dual Band Wi-Fi, поддержка HDR10+, то есть он подходит и для Samsung, у которых есть поддержка HDR10+, и, конечно же, для Dolby Vision телевизоров. Ну, вроде как заявляются красиво, заявляются, но Google TV, конечно, изначально портит все впечатление. Будем подключать, тестировать и делать выводы. Друзья, беру это все, переходим. О, с Android TV нет, есть Google TV. Кстати, сразу скажу, что украинская версия этого обзора есть по ссылке в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. То есть на наш украинский канал можете идти подписываться, это специально для жителей Украины. Смотрите, у нас есть Google TV. И, казалось бы, там все вот так вот некрасиво и непривычно. Каналы-то есть каналы. Есть тот же самый там Noom у нас, там есть Megogo выводит, но да, их нельзя сейчас как-то переставлять и что-то с ними делать. Но я думаю, что в конечном итоге, ну, все-таки Google придет к тому, чтобы их можно было редактировать, удалять или что-нибудь с ними делать. Потому что на текущий момент у нас, ну, есть вот ситуация с тем, что эти каналы, они просто есть. Теперь, вверху есть полоса приложений, и некоторые задают вопрос на форуме, что же с ней делать, как работать с этими приложениями, которые здесь, как их удалить, потому что если на них зажать, то можно лишь переместить, открыть или подробнее. Нет, все тоже здесь редактируется, не все так плохо. Вы можете зайти в еще и просто-напросто делаете уже здесь те приложения, которые вы хотите. Делаете переместить. То, что над полосой, ну вот я сейчас вам покажу, вот полоса. То, что над полосой, это то, как оно отображается на главном экране. Например, у меня будет первым YouTube. Смотрите, то есть я сейчас все отредактирую. То есть мы там зажали Plex, переместили вверх. Например, там будет у меня Megogo, я сюда поставлю. Тот же самый YouTube у меня будет на первом месте. И таким образом вы, когда изменяете все приложения, то есть нажали и выставили нужный вам порядок, например, тот же самый TV Quick Actions,
нужный вам порядок. Все это у вас в главном меню, когда вы выходите, у вас появится уже с таким вариантом. То есть вот именно таким образом вы меняете вот эту строку приложений. Да, у нас есть раздел приложений, здесь эта строка повторяется, и здесь такое, знаете, как урезанная версия Play Market, но дело в том, что Play Market так не работает, здесь его отдельного приложения нет, его нужно взять, нажать и сказать Play Store. И тогда у вас открывается просто-напросто Google Play Market. Вот, и здесь он полностью полноценный, именно для Android TV, который здесь можете уже там и обновлять, и устанавливать все, что хотите. То есть в этом плане, да, Play Market работает. Сразу говорю по поводу голосового поиска. Голосового поиска глобального нет. То есть если вы зажмете и скажете какой-нибудь фильм, там, например, фильм «Черкассы», то у нас появляется вот такая вот форма, где вы больше можете формировать свои списки просмотра и просто работать как с каталогом без варианта просмотра того, что уже он не ищет в различных источниках. То есть вы можете его купить где-то там, допустим, на Apple TV, можете там, именно какие-то, конечно, он не нашел Черкассы, потому что на Apple TV нет. То есть вы можете покупать просто-напросто контент. То есть это больше похоже на то, что для покупки. То есть, но это для, скажем так, европейского сообщества, либо для американского сообщества. Эти фильмы будут у вас отображаться в библиотеке. Я вот нажал, да, это можем нажать, и ничего с этим не можем делать. Пока не научатся приложения работать. А это уже зависит от приложений. Вот когда приложения научатся, те же самые там Лампа, Нум, когда научатся работать с Google TV библиотеками, то они смогут появляться, например, добавили в библиотеку, то они смогут интегрироваться и добавляться здесь вот, где можно посмотреть. То есть это, в принципе, нужно, чтобы сами разработчики уже разбирались. То есть я как бы делаю задел на то, что это будет. Но это не значит, что глобальный голосовой поиск работает как-то здесь неправильно. Он работает по-другому. Например, если мы зайдем в YouTube, просто немногие знают. То есть мы должны с вами пойти в сам YouTube, пойти влево, в сами настройки самого YouTube, и в самом-самом-самом низу есть доступ к микрофону, включаем. Это значит, что он будет получать у нас доступ, смотрите, то есть к голосовому поиску. Если я нажму голосовой поиск и скажу там 4К геоплейсы, то он найдет его в самом YouTube. Вот, пожалуйста, видите, то есть это будет поиск в самом YouTube, если будет какое-то совпадение. Если не будет совпадения, то он его найдет в глобальном поиске. То есть вот таким вот образом теперь голос работает. Или, например, там Технозон. Вот, он его находит прямо здесь вот в самом поиске YouTube. То есть теперь интеграция глобального голосового поиска идет в само приложение. И сами приложения должны научиться обрабатывать вот эти вот запросы. То есть с интерфейсом разобрались, все эти моменты разобрались, поехали по самому TV-боксу. Если мы пойдем в AIDA 64, мы увидим, что это Xiaomi, платформа JAWS 2/8, доступной памяти 747, этого более чем достаточно для, допустим, того же Matrix или всего остального. То есть этого действительно достаточно. Центральный процессор Cortex A55, 4 ядра по 2 ГГц, платформа 64-битная с 32-битном режиме. То есть ничего не поменялось. И плюс это версия процессора K с Dolby Vision, Dolby Atmos. Но здесь у нас разрешение экрана, это не разрешение экрана, это разрешение DPI самого интерфейса. За рендер отвечает у нас Mali G31. Сеть у нас 5 гигагерцовая с коннектом 780 мегабит. И тоже реальную скорость сейчас проверим. На текущий момент версия Android 11. Чтобы вы понимали, Mi Box второй генерации будет обновляться как минимум на одну или две версии, даже две, наверное, версии Android. Почему? Потому что это в правилах Google. Если они проходят сертификацию, они как минимум должны пройти две версии Android. В случае с Mi Box 3 мы имеем Android TV 6, Android TV 8, Android TV 9. Они там прошли плюс две версии, как и здесь. И в Android и в Mi Box S та же самая ситуация. Он выходил на 8, он получал 9 и так далее. То есть мы с вами имеем на текущий момент, что там у нас 11, по-моему, я
не помню, что там стоит. Доступа к температуре нет, и, конечно же, из кодеков здесь конкретно все кодеки, которые могут быть, в том числе там и Dolby Vision. Вот он, наконец-то, есть DV-HE, DV-AV декодеры, то есть есть аппаратные, и даже Dolby Vision DAV-1 декодер, это аппаратные декодеры Dolby Vision, то есть здесь есть поддержка AV01. Никаких тестов тротлинга здесь не будет, потому что они просто-напросто не будут работать, нет доступа к температуре. Никаких там других тестов производительности типа Antutu я тоже не вижу смысла ничего делать. Насчет автофреймрейта мы видим, что есть AFR сервис в TV Quick Actions, но он пока что не работает. Почему говорю пока? Потому что я уже связался с создателем этого приложения и отправляю ему свой Mi Box для того, чтобы он это быстренько починил. Я его попросил по-дружески и надеюсь, что в скором времени все заработает правильно. Давайте теперь посмотрим по настройкам. Здесь есть некоторые нюансы. Ну, сам по себе... Ой, стоп, прошу прощения. Смотрите, если мы сразу идем в настройки, сами по себе настройки выглядят. У нас есть заставка, Wi-Fi, Bluetooth и специальный доступ. Ну, у меня подключен сюда сейчас жесткий диск через тот переходник, который я говорил, Ugreen, ссылка на который в описании под видео. И есть именно сами настройки. Если мы пойдем по шестеренке, то у нас есть вот такой вот момент. Экран и звук. HDMI цик. Ребят, HDMI цик вот в таком варианте, как у меня здесь, 3 верхних включено, нижняя отключена, работает у меня идеально. Я тестировал его почти неделю, и у меня на телевизоре LG 9 серии ничего не происходило. Он спокойно выключался, спокойно включался, при том, что здесь пульт еще и через ИК у меня управлял телевизором. Дальше. Разрешение. Поддерживает целые частоты, дробной поддержки нет, от 1080p, ну, вернее, от 480p до 4К 60 Гц. Смотрите, в настроечках у нас также есть экран и звук, есть Dynamic Range and Color формат. На текущий момент у меня SDR рекордер, но если вы подключаете к Dolby Vision телевизору, у вас, ну, в SDR у вас будет выбор различных моментов, будет RGB 8 бит, и это опять же зависит от того телевизора, который вас поддерживает, какие цветовые форматы. В разделе Dolby Vision есть вот такой вот момент, и вам необходимо будет в разделе DV выбирать настройку Source LED для того, чтобы отрабатывал правильно HDR в YouTube. Только в таком моменте у вас будет правильно работать и Dolby Vision, и HDR в динамическом диапазоне. То есть у вас появится там еще матч-контент, то есть сопоставлять динамический диапазон в соответствии с контентом. То есть здесь не постоянный HDR, не пугаемся, здесь правильно работающий у нас Dolby Vision. Также есть еще и игровой режим с маленькой задержкой. Хотя зачем он нужен? Я подозреваю, что это для стриминга, например, там каких-нибудь Steam Link, что-то наподобие этого. Будем еще потом в отдельных видео пробовать. Так, и смотрите, насчет вот этого Dynamic Range и Color формата есть один момент, который я должен вам сказать, что вот в случае с Dolby Vision, да, есть выставлять в соответствии с контентом, он будет постоянно в SDR включать либо HDR, либо Dolby Vision, а в HDR у меня есть такая информация. Напишите в комментах, у кого как, потому что я пробовал на лыжи еще на старой, с HDR, правда, у меня там тоже было выставлять под контент, а на форумах пишут, что подсоединяют к Samsung и там постоянный HDR. Напишите у кого как, это важно, потому что для Dolby Vision телевизоров работает просто идеально. И при подключении к SDR вы видите, что работает только SDR. Скрин-позиция и расширенные настройки звука. Смотрите, что здесь есть. У нас здесь есть автоматические. В автоматических настройках звука у нас постоянно сейчас идет в Dolby Digital Plus. Давайте я сейчас начну одновременно снимать. Смотрите, у меня сейчас, вы видите, Dolby Digital Plus, это на моем ресивере Pioneer. Идет постоянно вот этот вот Dolby Digital Plus. Есть PCM, все гнать в PCM, или Pass-Through, это проброс неизмененного звука. Когда я включаю Pass-Through, у меня пропадает Dolby Digital, но в Pass-Through посмотрим дальше, что будет. И вот когда я включаю автоматически, он включает Dolby Digital Plus. Сейчас проверим. Сети, интернет, ничего интересного пока для нас нет. Аккаунты, все нормально, конфиденциальность. Ну, здесь у нас есть, знаете, как определение местоположения. Я как бы советую включать и использование диагностика
Ну, некоторые говорят, что его надо отключать, потому что там чего-то там, трафик жрет, фигня это все. Вот насчет рекламы мы ничего сделать не можем, такая себе настройка. Просто есть у нас реклама. И что еще тут? Разрешение приложений, специальный доступ, это в разделе конфиденциальности. Раздел приложений, система. В самой системе ничего интересного для нас нет, кроме того, что здесь есть раздел «Спящий режим», где мы можем выбрать с вами, что будет, либо красивая задача, заставка, либо экспериментальные источники, либо у нас есть еще питание и энергосбережение, через 30 минут там, или через сколько там вы можете включить, что при бездействии он просто куда-то в даун уйдет, и все. Есть трансляция. Трансляция — это значит, что у нас есть Google Chromecast, и не только Google Chromecast. Смотрите, мы идем в приложение, тут у нас заявлено, кроме Chromecast, изначально у нас идет еще и Miracast. Немаловажный момент. Это значит, что его можно использовать как беспроводной монитор. Сейчас попробую Google Chromecast. Где у меня тут трансляция? Трансляция. Сейчас ищем. Вот просто сейчас нажимаю кастинг. Вот видите, каст у нас ТВ-приставка Xiaomi. Нажимаю ТВ-приставка Xiaomi. И у меня включается вот просто-напросто YouTube. Если я сейчас включу любое видео, давайте я свое какое-то включу. Просто как оно получается кастит, как... Ну, все знают, что такое каст. Одно из своих видео включу прямо на смартфоне. Вот оно начало его воспроизводить. Здесь оно не воспроизводится, просто кастит на Google Chromecast. В этом просто прелесть. Ну, давайте сейчас нажмем, посмотрим, в каком разрешении оно его фигачит. Оно его фигачит в 4К. Вот так вот. Вот так вот хорошо это все дело работает. То есть мы сразу это все дело... Ну, Chromecast работает, хорошо. С Chromecast отлично. А ну, слушайте, давайте сейчас Miracast посмотрю, что там у нас с Miracast. Miracast. И вот они показывают в Miracast, как вам на вашем, если у вас Xiaomi, то вообще отлично, или ну, на любом Miracast совместимом устройстве вы идете, выбираете wireless display, и будет у вас оно просто-напросто кастить, не кастить, а именно будет беспроводной дисплей. Суперово. Хорошо, по настроечкам все понятно. Ну и, конечно же, начнем тест скорости сети. Сначала 5 ГГц, потом 2,4 и LAN RJ45 через переходничок. Здесь мы ничего необычно не увидим. Будет результат такой же, как у Mi Box 1. Ну и Mi Box S это в районе 200 мегабит стабильной скорости. То есть вот есть как есть. То есть 200 на 200, бывает там выдает 230-240. Здесь каких-то необычайных высот. Это вот что Mi Box S, что Mi Box S второй генерации, они будут давать одинаковые примерно показатели до 250. Вот, смотрите, сейчас там 220 показывает, да, допустим, там, до 250 мегабит мы имели такой результат. Но рассчитывать на то, что здесь там будет 300-400, они здесь просто не нужны. Ну, есть как есть, говорю. Так, 5 гигагерцовый есть. Этого должно хватить для практически любого контента. Давайте на 2,4 переподключимся. Проверяем 2,4. Здесь у нас совсем вот неплохо. Для 2,4 вот вообще неплохо. 88 мегабит. Вот, вообще всегда Mi Box страдали 2,4. Это первый Mi Box, который первое Xiaomi устройство для TV-боксов, которое выдает вот такие вот результаты у меня в 2,4 ГГц. Но правда у нас роутер Synology, я не могу гарантировать, что он будет везде одинаковый, этот результат. Так, LAN RJ45, подключенный через переходничок. Включаем. Сейчас посмотрим, вообще заведется или нет. Очень интересно, очень просто. Смотрим сетевые моменты. Да, Ethernet, подключился Ethernet, то есть он распознает у нас переходники LAN, в частности Ugreen, и тестируем скорость. Здесь мы получим не больше там 200, там 300 мегабит. Ну, это вполне неплохо, то есть это ограничение самого USB 2, но если у вас есть проблемы с Wi-Fi, либо нет 5 ГГц, то такой переходник вам дает вот такую вот скорость порядка там 270 мегабит. Это очень хороший показатель, я вам скажу, для Mi Box. И в первом, и во втором Mi Box, вернее в третьем, в Mi Box S было примерно то же самое. То есть есть как есть. Дальше. Говорить о каких-то еще системных тестах не приходится. Единственное, сейчас проведем тест производительности игровой.
Если говорить про Ice Storm Extreme, это больше 6000 баллов, и это в среднем больше, чем, допустим, у ТВ-боксов такого класса на процессоре S905 X4. А в Ice Storm Unlimited она набрала максимум, поэтому поиграть на нем можно только с таким количеством памяти. Это, конечно, еще тот момент. Переходим к оценке мультимедийных возможностей. Перед этим мы должны с вами посмотреть все сертификаты, которые на нем есть через DRM-Info. Здесь абсолютно все есть. То есть это бренд Xiaomi, iMlogic Hardware и поехали. Поддерживаемые hardware декодеры, то есть аппаратные декодеры, и AV01, и что у нас там, и VP9.2, и, короче, есть дофига всего. При этом поддерживается CNC ClearK, Google Widevine L1 DRM, и поддерживается Microsoft PlayReady DRM. То есть здесь будет проигрываться любой контент, который есть. Начнем с Netflix и заодно будем тестировать сразу, что он там выводит. Конечно же, здесь я не покажу вам всех моментов, которые есть, но вы видите в маленькой картиночке, что он проигрывает Dolby Vision, Dolby Atmos в Netflix. То есть у нас Netflix отрабатывает по полной, есть все абсолютно сертификаты, и просто для Netflix идеальный ТВ-бокс. То же самое касается и 4К HDR роликов. Он спокойненько проигрывает 4К в HDR, и при этом это 60 FPS, при этом еще и, сейчас вот так вот уберем, еще и абсолютно без дропов. Есть 3 стартовых, проигрывает отлично, вы видите в маленьком окошке и как конкретно HDR воспроизводится, да плюс еще и AV01, то есть он в AV01 спокойно воспроизводит эти самые ролики. Поэтому к YouTube вообще вопросов нет. Тут есть момент, знаете чего? Момент того, что при использовании, допустим, SmartTube Next вы можете еще и 5.1 звук получить в YouTube. Дальше, слушайте, форматы звука будем проверять. Подключаем жесткий диск, да и вообще, что нам у нас с внешним-то жестким диском есть? Может, все через тот же переходник работаем? Так, тестируем сразу. Пробуем Dolby Digital Plus. О, появился Dolby Digital Plus. Отлично. Сейчас Dolby True HD. Все в настроечках, видите. Все в настроечках. Dolby Digital True HD как Dolby Digital Downsampled. DTS. Сейчас пробуем DTS. DTS появился. Ура, ребята. DTS есть. А ну, еще один DTS. Ядро другого формата. Есть DTS, мы его видим. Хорошо, и long lossless, ну, как простой DTS. Вот DTS HD я подтвердить не могу. Вот как и в Xiaomi Mi TV стике, DTS HD я подтвердить не могу. Я вижу только DTS. DTS X, как простой DTS. Но, друзья, другого не дано, я не могу сказать то, чего я, допустим, не видел. Если говорить про какие-то тестовые ролики, то мы с внешнего жесткого диска получим абсолютно идеальное воспроизведение каких-то там мега тяжелых, ну сейчас в коде, конечно, при выходе в меню будут какие-то моменты, но мы здесь будем с вами иметь высокобитрейтный 4К фильм. Он, кстати, в Dolby Digital пошел. Все отлично работает. То есть мы можем смотреть это все дело без ограничений с внешнего наружного жесткого диска. Выходим. С этим все понятно. Нам остается с вами проверить еще кое-какие моменты. В частности, это высокобитрейтные OTT потоки, ну, типа IPTV, OTT, кто как воспринимает это все дело. И здесь у меня вообще вопросов нет. Но все переключается, все работает. Например, это Discovery Channel. Конечно, сейчас без автофреймрейта будет какой-то момент у меня каких-то микрофризов, потому что рекордер пишет в 60 FPS, а каналы могут быть там 25. То есть все отлично. Тут у меня тоже вопросов нет. То есть здесь будут работать стримы, Netflix, Megogo, различные моменты, различные фильмы. То есть это все будет хорошо, но вы спросите, а что там с раздачами-то? С раздачами тоже все отлично. Смотрите, сюда можно устанавливать стороннее ПК. Это для тех, кто мне сразу там, а можно ли ставить стороннее ПК? И сейчас мы попробуем какую-нибудь запустить действительно большую раздачу. Аватар.
Он работает, голосовой поиск у нас в некоторых приложениях, должен скрывать максимально. Эх, для 100 гигового, я вам скажу, будет проблема, потому что раздающих мало уже. Но все-таки есть. Давайте попробуем. Битрейт 85 Mbps, 100 гиговый аватар. Ждем. Есть много раздающих. Сейчас посмотрим, чего получится, конечно. Но, очень интересно. Замыливаю, ребят, замыливаю, потому что будет большая проблема. Сейчас посмотрим на скорость загрузки. Может, не хватит скорости загрузки из-за самого количества раздающих. Сейчас посмотрим. На текущий момент раздающих вроде дофига, а отдает реально нифига. То есть 300 раздающих, 300 пиров, а активных 6. Вообще ни о чем. 6, 9 мегабит в секунду, 7. Да, вот это проблема онлайн-раздач. Когда у нас раздающих уже нет. О, пошла скорость вверх. Слабо, совсем слабо. И здесь это проблема уже не самого ТВ-бокса, а проблема с живыми раздачами. Ну, попробуем все-таки. Оу, воспроизводит. Ну, давайте посмотрим. Ну, тягает он все что угодно. Я смотрел на нем достаточно много разных моментов. Раздающих мало все-таки, 28 мегабит. Ну, посмотрим, насколько буфера хватит. Попробуем еще чего-то. Неплохой ТВ-бокс получился. Очень неплохой. И мне прям вот нравится. Не нравится вот этот вот Google TV, но нравится, как работает вообще он в общем. Он намного быстрее, чем старые ТВ-боксы. Намного быстрее, чем большинство ТВ-боксов на рынке. Новый проц, Dolby Vision, Dolby Atmos. Сейчас еще, кстати, форматы Dolby Vision с вами проверим. Обязательно. Да работает, слушайте, сотка, пашет. Если вы видите визуальные какие-то эффекты подергивания, то это из-за того, что фильм 24, я автофреймрейт отключил, насколько я вам напомню. Нормально. Сейчас дойдем до бара и будет понятно. Тягает он сотку, все, пожалуйста, без проблем. Спокойно ее воспроизводит. Конечно, его еще надо правильно настроить. С этим Google TV, это еще та песня. Но воспроизводит. Слушайте, вообще, блин. Ну, сейчас попробуем куда-нибудь перемотать. Выбрал, ждем. Он должен сейчас буфернуть, перемотает или нет. О, перемотало. Короче, все прекрасно работает. Поехали дальше. Ну и касаемо Dolby Vision, тестируем через Exaplayer. У нас он P4, профиль 4 не отыгрывает вообще. То есть он его отыгрывает без Dolby Vision, без HDR. Как такового вы сейчас видите это все дело в маленьком окошке на Dolby Vision телевизоре. Профиль 5 отыгрывает отлично, профиль 8 отыгрывает отлично. Это то, что сейчас в основном на МКВ, на раздачах и есть. То, что те раздачи, которые делаются в Dolby Vision, они в основном делаются в 5 и 8 профиле. P7 он здесь не проигрывает именно в простых плеерах, поэтому вот то, что он поддерживает из Dolby Vision. И плюс у нас осталось, я подключил специально геймпад, потому что вы не простите, если я во что-нибудь не поиграю. Поддерживает геймпады. Я сейчас GameSear G4 Pro использую. Тоже ссылка, наверное, в описании будет. Но самое интересное, геймпад она не подхватила. Rapid Renegade работает. Он с меню работает, а вот в игре не подхватило. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это будет работать только лишь там с какими-то геймпадами от Xiaomi. Такие есть, но там цена просто-напросто конченая. Ну, давайте какую-нибудь другую игру. Возможно, это просто не заработало. Здесь пока геймпад видит. Самые простые. Я не говорю, что на этом вообще нужно играть. Я вообще большой противник игр на ТВ-боксах. Тем более на сертификатах. О, здесь подхватило, все, можно сошпилить. Зиноверк очень люблю играть. О, не, все работает. Ну, блин, ребят, ну это настолько... Ой. Настолько, я вам скажу, вот, неправильное действие на ТВ-боксах. Куда вы все? Не, всем стоять. Жутко не люблю, когда надо сменить оружие. И поехали. Еще постреляем.
Жутко не люблю играть на ТВ-боксах. Для этого есть либо консоли, либо компьютеры. Конечно, в какие-то гоночки вы здесь можете поиграть. Там, все это понятно. Но чтобы заменять этим игровую консоль, я бы даже не рассматривал. Не, работает с геймпадом, все нормально. Давайте еще там Badland попробуем, уже такой совсем развернутый обзор получается. Да, здесь тоже геймпад увидела, ну давай уже выстреливай меня куда-нибудь. Играли в Badland? Такая игра вообще топовая. Да, работает. Такой платформер. Короче, вы просто летаете, управление тут чуть ли не двумя или кнопками, или одной. Вы должны просто вверх или вниз как-то более-менее тут как-то пролетать. Убить время можно, тоже я же говорю. В серьезные игры здесь играть памяти не хватит, да и разве что в Steam Link можно попробовать. Вот это можно попробовать, конечно. В Steam Link, но при наличии компьютера в Steam Link играть не знаю. Потому что для Steam Link вам в любом случае нужен будет комп. В любом случае. Все. Да, здесь одна кнопка. Еще R для чего-то может быть. Нужен. Ну, с одной кнопкой игра. Все, ребят, выходим, резюмируем. В качестве выводов скажу, что этот ТВ-бокс получится бестселлером. Если вы не готовы, допустим, мириться с Google TV, то Xiaomi Mi TV Stick на Android TV, конечно же, для вас будет каким-то вот моментом того, что вы сможете получить примерно то же самое с Dolby Vision, Dolby Atmos, только на Android TV, но немножечко с более слабым процессором. Кстати, Xiaomi Mi TV Stick 4K лежит ссылка в описании под видео. Ну а в целом мы его рекомендуем. ТВ-бокс получился неплохой, с теми самыми моментами, о которых мы говорили в течение всего обзора. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.